Так вот, будем сравнивать наемный труд и труд на себя, скажем так. Компания Herbalife – это социальный лифт. Еще раз повторюсь, каждый человек может здесь вырасти настолько, насколько он хочет. Но, как правило, людям не хватает какой-то вот такой величины, которая бы их устроила, допустим. Для кого-то это $100, 200, для кого-то 300. Дополнительно, да, дополнительно штрафных санкций, административной ответственности, уголовной ответственности. При прочих равных доходах такой ответственности нет. Можно какими-то или где-то там летать будут. Ну, в общем, я тут фантазирую, но суть-то вы поняли. Да, максимум нам скажут спасибо и все. На этом все закончится. Здесь потолок есть. Одна из причин многих, почему люди рассматривают. Деньги-то те же. Вот в чем интерес-то работодателя. Обязанности для вас больше, а деньги он платит те же. Конечно, доход. Когда мы работаем где-то, как работаем, да, ходим на работу, кто-то нам платит. Это фирма или дядя какой-то, или большая корпорация. Мы можем получить столько, сколько мы захотим получить, в принципе. Будет уже равна не $3, а $6. Ну, соответственно, такая арифметика. Первое, что я выделяю, это самочувствие. Согласитесь, это важнее всего. Здоровье и самочувствие. А здесь не обязательно иметь каких-то высоких достижений в области образования. Даже без образования можно заниматься дистрибьюторской деятельностью. Привет! Задумывались ли вы о том, сколько стоит 1 час вашей работы? Сколько он стоит? Посчитайте. Сегодня я поделюсь с вами сравнением, своим взглядом прежде всего, на основании опыта. Да, есть у меня опыт работы в найме и сейчас как дистрибьютора, консультанта по питанию. Я вам приведу сравнение и дам посмотреть на плюсы и на минусы. Возможно, для кого-то плюсы не плюсы, а минусы и вовсе не минусы будут. Каждый, конечно, выбирает для себя то, что ему нравится и с чем он готов мириться. И, конечно же, мы миримся до поры до времени или когда не увидим плюсы и перспективу в другом направлении. Сегодня мы раскроем тему вместе с вами. Да, вы будете думать прежде всего, также анализировать, свой опыт прогонять. И, возможно, что-то вы захотите поменять. Так вот, будем сравнивать наемный труд и труд на себя, скажем так. Консультант по питанию, новая профессия, дистрибьютор компании Herbalife Nutrition. Конечно же, Herbalife Nutrition, а не какой-то другой компании. Возможно, вы также можете провести параллель и какую-то другую компанию. Что-то схожее будет, но не все. Но об этом подробнее. Так вот, задумывались ли вы, сколько стоит час вашей работы? Средняя заработная плата около $500 на сегодняшний день. Ну, во многих местах, если так будем брать, да. Сколько стоит 1 час работы при месячной заработной плате в $500? Ну, давайте считать. 8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю, 4 недели в месяц. Примерно 160 часов. Примерно, потому что у кого-то меньше, у кого-то чуть больше. Итого $500 делим на 160, получается $3 в час. В компании Herbalife Nutrition те же $500 в среднем по статистике люди зарабатывают за 3-4 часа в день, работая на себя. Кто-то как дополнительный доход до сих пор это использует, почему нет? Кто-то занимается какой-то любимой профессией, и это ему как дополнительно. Про это мы тоже поговорим. И здесь примерно, если вы то же самое просчитаете, то в месяц уже нужно будет не 160 часов, а 80 часов тратить для того, чтобы заработать эти же самые $500. И средняя стоимость 1 часа будет уже равна не $3, а $6. Ну, соответственно, такая арифметика. И если гипотетически мы будем тратить на это весь рабочий день, соответственно, стоимость вашего часа будет кратно увеличиваться. Да, если вы не знали, открываем секрет, мы все везде продаем, в том числе и себя, свое личное время работодателю своему. Он распоряжается нашим временем. Мы ему продали себя. Он нам платит за наше время, которое он использует в своих целях. Наши мозги,
руки и так далее. Наше время используют. Все. Ну, дальше уже от квалификации зависит, сколько стоит ваш личный час. И везде все упрется в потолок по данной какой-то конкретной должности, выше которого не получится прыгнуть. Что было и у меня. Почему лично я здесь, в компании Herbalife Nutrition, одна из причин развития — постоянный рост. Здесь нет финансового потолка и всегда есть куда расти. Карьерная лестница очень-таки высокая, и никто не может меня подсадить, самое главное, и никто не займет мое место. Здесь все по-другому. Сейчас мы будем разбираться в сравнении, все в сравнении познается, и увидим, и это не только самый такой, да, может для кого-то плюс, что нет потолка, нет, еще ряд других плюсов, которые для себя уже, ну, возможно, какие-то с опытом уже поработав здесь и сравнив, что было там, для себя я и увидел. Здесь мы разберемся, да, в Гербалайфе денег очень много и хватит абсолютно всем. Ну и дополню дисклеймер. Дисклеймер, вот вы его видите на экранах, все зависит только от вас, и все доходы индивидуальные, и примеры продвижения бизнеса, они тоже, и доходы тоже, они все индивидуальные и зависят от приложенных вами усилий. Естественно, это везде. Если будете лежать на печи, соответственно, никаких доходов, никакой прибыли, никакого бизнеса, никакого будущего не видать. Но это, я думаю, объяснять вам не надо. И первое, что я выделяю, это самочувствие. Согласитесь, это важнее всего. Здоровье и самочувствие. Многие работают, ну да, работают, получают какие-то для их уровня хорошие деньги, пожалуйста, никто не запрещает. Но, как правило, самочувствие и здоровье только ухудшается. Когда мы работаем с компанией Herbalife здесь, мы пользуемся прежде всего сами продуктом, мы продукт продукта, да, и мы улучшаем свое состояние организма, работы, физического здоровья, умственного, мы развиваемся, об этом чуть позже, и, соответственно, только все в позитивном ключе идет. Здесь, ну, здесь каждый решает сам и выбирает сам. Идем дальше. Режим. Да, я работал на производстве, скажем, в компании и знаю, что такое режим. Ты пришел, и ты обязан быть до определенного времени на этом месте. Даже если ты все сделал, ты все равно будешь здесь сидеть. Скажем, такой порядок. Вы подписываете договор трудовой, и там о режиме четко ясно сказано. Перерыв во столько-то, уход с работы во столько-то. А и у некоторых подписано, что ненормированный. Приятный бонус вам, в кавычках, да? Все, здесь я могу встать и пойти домой, когда я захочу. Я сам установил себе режим работы. Могу утром поработать, а если у меня утром дети дома, возьму и на вечер перенесу. Или какое-то другое время подстрою, но в любом случае я сделаю свою работу, которую я запланировал со своим спонсором. Прежде всего, это работа, конечно, с вышестоящим наставником, который меня будет обучать. Это самое главное. Здесь вы обучились, и здесь мы обучаемся навыкам. Здесь вам нужно было 5 или 10 лет учиться в институте, непонятно зачем, да? Многие согласятся, непонятно зачем. Все определилось теми банальными навыками, которые вас на производстве или где-то в компании научили. И все остальное вы подтянули уже самостоятельно. Здесь не обязательно иметь каких-то высоких достижений в области образования. Даже без образования можно заниматься дистрибьюторской деятельностью. Я думаю, разница здесь очень-таки весомая, да, и каждый, конечно, ну, выбирает сам, на что он хочет получить и какие плюсы. Возможно, это не плюсы для кого-то, минусы, не минусы. Итак, едем дальше. А дальше у нас отпуск. Мы же все любим отдыхать. И на производстве работая нам тоже нужен отпуск. Мы требуем этот отпуск. И он, как правило, у нас по графику. Как нас включили? Возможно, в апреле. А в апреле снег, никакого моря. А возможно, это будет и осень. В ноябре, например, или в декабре. Ну, приятный отпуск? Я думаю, неприятный. То есть нас в рамки поставили и сказали нам, когда мы будем отдыхать. А возможно, и не будем отдыхать. Здесь, когда я занимаюсь дистрибьюторской деятельностью, я самостоятельно купил билет и поехал туда, куда я хочу. И с кем хочу. Здесь, ну, думаю, комментарий излишний. Далее выделяю условия труда и, соответственно, спецодежда, в которой человек находится, когда работает свою смену.
Ну, вам виднее, в чем вы ходите на работу, да, кому-то, возможно, и комфортно ходить в офис где-то, но многим людям некомфортно, они обязаны быть в спецодежде. Когда мы занимаемся деятельностью консультанта, мы вольны одеваться так, как мы хотим, прилично, да. Косметика, все эти дела, если для женщин, да, все это, как правило, в чистоте и в тепле. Но здесь тоже, как говорится, для кого-то плюсы, для кого-то плюсы не плюсы. Итак, двигаемся дальше. Как правило, сейчас идет тенденция на сокращение штата. У многих это все переходится дистанционно, но какие-то сотрудники остаются работать. И на них возлагают больше обязанностей, чем согласно их трудовому договору предусмотрено. И деньги-то те же. Вот в чем интерес-то работодателя. Обязанности для вас больше, а деньги он платит те же. А вам нравится. И вы довольны, да, в кавычках. Но тут уж как бы для кого-то минусы, не минусы, для кого-то плюсы, не плюсы. Ну и, конечно, доход. Когда мы работаем где-то, как работаем, да, ходим на работу, кто-то нам платит. Это фирма или дядя какой-то, или большая корпорация. Она платит нам зарплату. Вот наш источник дохода – это заработная плата. В компании Herbalife, если вы смотрели вот это видео, есть несколько видов дохода. Как от розничной продажи, так и получения комиссионных и других вознаграждений. Это как чек. Ну, можете посчитать это зарплатой, да, второй от компании. Так вот, и помимо этого еще есть виды дохода. То есть здесь мы получаем только то, что нам дали, а здесь мы можем получить столько, сколько мы захотим получить, в принципе. Если будем, как говорится, разговаривать, все будет получаться, да, и все разговоры будут конвертироваться в деньги. Здесь потолка финансового нет, здесь потолок есть. Одна из причин многих, почему люди рассматривают, даже гипотетически рассматривают заниматься дистрибьюторской деятельностью, просто потому что они уперлись в этот потолок, который не дает им развиваться. Даже если вы какой-то персональный мастер, у вас есть определенное количество клиентов, физически которых вы обслужить не можете. Это ваш потолок. Хоть ты тресни, у вас 24 часа в сутки, вы выше, не обслужите, больше не получите, соответственно. Вот. И здесь, как говорится, многие и смотрят в сторону для того, чтобы и как-то изменить свое финансовое положение. Хочется затронуть момент как инициатива. Те, кто работали, знают, когда приходишь в какую-то компанию, что-то хочешь привнести новое, улучшить, какие-то идеи, особенно молодые приходят или из других компаний приходят, меняются, да, ну, максимум она наказуема, эта инициатива, ну, как минимум скажут просто, как бы, парень, успокойся, да. Здесь мы сами вольны экспериментировать, и никто нам ничего не скажет, даже поблагодарят за тот опыт, которым мы поделились с теми же дистрибьюторами. Да, у нас сообщество тех людей, то целеустремленное развивается, делятся опытом. Я думаю, даже те, кто в традиционном бизнесе работает, такого сообщества, как правило, нет. И особенно в конкурентной сфере вы не найдете таких людей, которые бы вам подсказали, как завоевать рынок, да? Ну, здесь смешно, да? Кто вам скажет, как занять нишу, в которой он сам находится? Да никто. А здесь вы, наоборот, получите тот опыт, который и можете получить. Просто откройте уши, все здесь есть. И инициатива, как правило, только поддерживается, и вам помогут даже в своих начинаниях. Все, экспериментируем. Дальше я перехожу к другому моменту. Да, допустим, вы работаете, и у вас какая-то высокая заработная плата. Ну, допустим, не $500, а $2000 вы получаете в месяц. Но хочу тут вас, как бы, не вас, да, а других людей, кто думает, о, $2000 это круто, я тоже хочу, я тоже на производстве стану начальником где-то или на фирме какой-то, и буду $2000 получать, и все будет прекрасно. Но вот здесь я как бы маленько хочу вас остудить. За эти деньги предусмотрено, конечно, чуть больше ответственности, мягко говоря, чем от тех, кто $500 зарабатывает. Какая-то подпись может быть стоить штрафных санкций, административной ответственности, уголовной ответственности. То есть большие деньги, как правило,
подразумевают большую ответственность. Но это, как правило, везде так. И не надо так сильно радоваться, когда, возможно, вы, не разобравшись в сфере и стремитесь к какой-то ступени карьерной, да, возможно, вам это даже и не нужно, потому что ситуации жизни бывают разные, а на производстве вы ответственны за тысячи людей, и, соответственно, ну, да, бывают и не очень хорошие финалы. Когда мы занимаемся дистрибьюторской деятельностью, при прочих равных доходах такой ответственности нет. Ну и стиль жизни, соответственно, другой. Как правило, те люди, которые зарабатывают такие деньги высокие, они живут на работе, почти все. Те, кто занимается дистрибьюторской деятельностью, при таких же доходах не живут на работе, а живут там, где хочется им жить. И, как правило, они мобильные. То есть здесь, я думаю, для кого-то плюсы не плюсы, а минусы не минусы. Итак, у нас осталось еще 2 пункта, и они, я думаю, для многих тоже очень важны. Многие люди, когда работают на производстве, в фирме и так далее, годы, десятилетия, да, они, ну, как правило, все освоили, все знают, все для них рутина, дом, работа, дом. То есть нет какого-то развития, нет личностного роста. То есть вот все, что в принципе им нужно было для выполнения каких-то операций, для того, чтобы им работодатель платил за это деньги, они это освоили, и все. И больше им не нужно, как правило. Когда мы занимаемся дистрибьюторской деятельностью, мы постоянно развиваемся, мы постоянно растем, мы общаемся с обществом единомышленников, которые делятся с нами опытом, материалами, которые рекомендуется прочитать, компания нас обучает. Это очень хорошо. Мы до самого конца постоянно активизируем свою мозговую активность. Это очень важно. Эти привычки, которые вырабатываются в компании, они очень такие хорошие для саморазвития и работы головного мозга, что мы постоянно будем на волне. Вот представьте, когда вы вырастете, у вас появятся дети, технологический прогресс будет, ну, прямо вообще шагнет вперед. Вот эти телефоны вообще будут прозрачными, возможно, какими-то, или где-то там летать будут. Ну, в общем, я тут фантазирую, но суть-то вы поняли. Вы потом будете как, ну, я не знаю, как очень далекий человек смотреть на внуков, которые спокойно что-то там в компьютере делают, да, не в компьютере, а, возможно, в каком-то другом устройстве, которое вы вообще даже и понятия не имели, что сейчас, находясь здесь, в 2021 году, что это будет в каком-нибудь будущем. Да, а если мы будем активизировать свою мозговую деятельность, мы будем идти в ногу со временем. И когда вы будете бабушками и дедушками, вы будете пользоваться теми гаджетами, которые будут пользоваться ваши внуки, и будете на одной волне с ними, потому что вы будете успевать обрабатывать эту информацию. Ну и завершаю я этот топ, скажем, моих личных наблюдений. Это признание. Когда мы работаем на производстве, в фирме, в школе, не знаю где, да, максимум нам скажут спасибо, и все. На этом все закончится. Возможно, и спасибо даже не скажут. Я думаю, многие сталкивались с такими вещами. Ну, спасибо, я думаю, многие как-то слышали. Но спасибо, что такое спасибо? Спасибо, как говорится, в карман не положишь, да? Когда мы здесь, в компании развиваемся, растем по маркетинговому плану, компания нас не только говорит нам спасибо, нам признание дает. Это даже начинается на уровне клубов, на уровне даже онлайн каких-то проектов, признание людям за их успехи. Даже просто человек изменился, похудел, набрал, вообще просто изменился. Его поддержали, его много людей поддержало, потому что действительно люди понимают, что такое, и за это стоит благодарить. Компания также благодарит подарками за разные промоушены, организует разные активности, путешествия, обучающие мероприятия, в том числе и локальные, и заграничные. То есть это тоже своего рода поощрение, это признание. И такие признания, какие как красная дорожка, я не знаю, где, в какой компании это есть, где человек идет, его поздравляют сотни, а то и тысячи людей. Да, есть такие мероприятия. И это действительно круто, это действительно впечатляет. И ни в какое сравнение, и не знаю, где, в какой компании даже это есть.
Помните, вначале я говорил, что какие-то общие черты будут с какими-то другими, но есть такие уникальные, которые присутствуют только в компании Herbalife. Компания Herbalife – это социальный лифт. Еще раз повторюсь, каждый человек может здесь вырасти настолько, насколько он хочет, и развиваться настолько, насколько он в принципе хочет развиваться, и это соответствует его желаниям и целям. Здесь даже если у людей нет целей, они могут быть поставлены. И да, есть такие вещи, как наставничество, спонсорство. И мы вместе, обучая людей, помогаем им несколько шире посмотреть на мир и на возможности, и на желания. Да, у многих людей очень сильно ограничено воображение. И то, что они кажутся нереальным, недоступным, все возможно получить. Да, это мой личный опыт, мой взгляд, и, возможно, он не совпадает с вашим. Почему нет? Имеет место быть. Да, возможно, для кого-то эти минусы вовсе не минусы, и плюсы не плюсы. И каждый готов как-то мириться с тем, что он имеет, и не готов расставаться с тем, что имеет. Опять же. Но моя задача показать вам, что есть такая возможность. Я ее в свое время тоже увидел на встрече возможностей. И там более узнал подробно о компании, увидел людей, тех людей, которые зарабатывают приличные деньги, имеют доход, соответственно, несоизмеримым с моим текущим доходом, когда я работал в найме, и, конечно, на порядок выше и кратность выше, да, стоимость часа. Да, мы все везде продаем, себя в том числе, в найм, работу, и работодатель нас использует так, как он хочет. И платит вам вот какую-то фиксированную плату. Но, как правило, людям не хватает какой-то вот такой величины, которая бы их устроила, допустим. Для кого-то это $100, 200, для кого-то 300. Дополнительно, да, дополнительно. Ведь можно же, присматриваясь, попробуя заниматься дистрибьюторской деятельностью, как-то поиметь какие-то дополнительные деньги. Вот с этого можно начать, дополнительный доход. Да, я перечислял возможности видео. Посмотрите в описании, как можно заниматься дистрибьюторской деятельностью, как дополнительный источник, просто окупать программу или как основную деятельность, как я. Просто вам нужно понять для себя, сколько вам нужно денег относительно вашего текущего уровня. Вам, возможно, не хватает каких-то $200, чтобы закрыть все вот эти вот какие-то жизненные пробелы, или, возможно, детям давать на какие-то секции, возможно, вам наличные какое-то нужно, возможно, вам в спортклуб хочется пойти. Вот эти деньги могли бы и прийти отсюда. Как? Это уже другой вопрос. Вопрос лишь желания. Если вам хочется изменить что-то, найдется другой момент, как это изменить, да, и найдется человек, который вам подскажет это все дело. Дальше. Если вы определились с количеством, допустим, вам сколько-то нужно, вы найдете эти деньги здесь. В Гербалайфе очень много денег, просто нереально много, очень много. И очень прекрасный маркетинг-план. Допустим, если нужно заработать вам $1000, вы будете зарабатывать здесь, иметь такой доход. Если вам хочется $10 000, вы будете иметь такой доход. Вот, допустим, мне, если нужно было бы где-то, допустим, устроиться куда-то, и я бы захотел доход, допустим, в $2000, в $3000, но мне нужно было стать как минимум директором завода или открыть какую-то такую фирму, которая бы что-то там производила, да. Ну и тут опять же такой момент, если мы открываем, идем в предпринимательство, какой-то традиционный бизнес открываем, мы, как правило, ввязываемся в долговые обязательства, потому что, как правило, привлечение денег, оно подразумевает и ответственность, и долги, как правило. Не говорю, что это 100%, но как правило. Так вот, и вот где бы я бы ни был, где бы я бы не хотел такие деньги большие заработать, ну, либо я положил бы здоровье на это все для того, чтобы заработать, либо очень серьезно бы себя ограничил, и, ну, соответственно, это был бы не тот стиль жизни, который я хотел бы. Совмещать прекрасное с полезным и зарабатывать очень хорошие деньги можно вот здесь. Прежде всего, Herbalife – это стиль жизни. И Herbalife – это навыки, которые мы людям даем. Да, у нас четкая система, которая позволяет обучиться и отработать эти навыки за короткое время. Очень быстро вы можете стать
даже консультантом для своего окружения. И этих знаний вам вполне будет достаточно, которые, в принципе, можно отработать, подключить навыки, работать со спонсором вплотную, обозначить рамки своих желаний и, соответственно, расти и ставить цели и достигать их. Помните, в этой жизни никто за нас ничего делать не будет и нам просто так ничего не даст и не обязан давать. Все зависит только лишь от нас самих. И сейчас вы можете увидеть себя через 5, 10, 15, 30 лет такими, какими вы хотели видеть себя. И вы увидите перспективу относительно текущей ситуации, смоделируете вот вашу текущую позицию, самочувствие, здоровье, деньги, финансы и какое оно будет примерно через 30 лет. Если ничего не делать, ну, никакого шикарного дома и отдыха на Мальдивах, я думаю, ну, не будет. Это же как бы и логично, и дураку понятно, как говорят. Здесь все лишь зависит от вас. Если вы хотите что-то поменять, есть для этого все возможности. Если хотели бы попробовать себя в роли дистрибьютора, пожалуйста, мои контакты в описании. Пишите, пообщаемся на эту тему. Я вам дам то, что я сам знаю, и поделюсь тем всем, чем я сам и владею. Увидимся. До встречи.